Все по школе, двумя костяшками, такой, ча, сюда. 3 минуса. Хуканы, чтобы у вас там все повзрывались. Потянуть запястье, подвихнуть. Кто ты такой? Большой палец рискуете вывихнуть. Че за хрен с горы? И мизинец вы рискуете сломать. Че за алкаш? Вот вам, блин, минусы горизонтального кулака. Круто, блин, я наехал на советскую школу бокса, да? Так, друзья, всем привет, с вами Макс Степанов. И сегодня мы разберем, каким кулаком бить боковой удар. Вертикальным или горизонтальным. Вертикальным типа кружка называется, типа стаканом бить, типа американская школа бокса. И если мы бьем горизонтальным кулаком, типа это советская школа бокса, здесь по поводу того, какими именно костяшками бить, вопросов ни у кого не возникает. Ну, разногласий. Что в американской школе бокса, что в советской школе бокса. В любом случае, конечно же, будут костяшки среднего здесь, и указательного пальца. Так? Я вам сейчас конкретно скажу, каким кулаком надо бить боковой удар. Боковой удар, ребята, нужно бить только вертикальным кулаком. И сейчас я вам это четко прям обосную. Никаких горизонтальных кулаков. Вообще просто забудьте нахрен это все. Советский Союз уже давно в прошлом, поэтому и также надо забыть про эту школу советского бокса, вот это всякое нытье, вот это вот всякое. Я с уважением к советскому боксу, вообще к любому боевому искусству, к любой школе, к любым, так сказать, тренерским каким-то методикам, находкам. Но, ребят, надо идти в ногу со временем, как бы переваривать через свой собственный мозг, как-то через свой собственный опыт, а не просто тупо, под копирочку, повторять какие-то стереотипы, какие-то шаблоны. Типа, вот так убили, били и сплыли, все, уже как бы это давно уже закончилось. Итак. Почему нужно бить вертикальным кулаком? Объясняю. Все очень-очень просто. Такая конструкция позволяет вам безопасно бить для вашего запястья. То есть, смотрите, если я бью вот так горизонтальным кулаком, то при попадании в цель мое запястье подвергается нагрузке. То есть, видите, запястье может подвернуться. Сейчас я покажу, давайте покажем на какой-нибудь подушке. Вот, допустим, цель, в которую я бью горизонтальным кулаком. В момент удара, смотрите, у меня запястье может подвернуться либо сюда, либо как-то вон туда вывернуться. То есть оно болтается здесь. Это очень слабое место, то есть именно запястный сустав, когда я бью горизонтальным кулаком. Второй минус горизонтального кулака при боковом, это то, что большой палец часто попадает в цель. Вот посмотрите сюда еще раз. Вот я бью, допустим, цель, да, видите? И попадаю большим пальцем. Видите? Вот где большой палец. И большой палец часто страдает, он вот сюда вылетает, вот здесь вот сустав. Ну сюда не смотрите, здесь у меня, это другая травма, это стекло. Бутылочное, сухожилие отрезано, это не важно. Но боксеры, бойцы знают, что часто вот этот сустав очень сильно страдает. Потому что постоянно вот сюда он подвывихивается, вот и вылетает. Вот я бью боковым ударом, горизонтальным кулаком. Видите, большой палец сюда попадает на цель. А это твердая цель. Башка, она вообще твердая, достаточно, там, костистая. Поэтому, ребят, те, кто на диване сидит, там, всякие разные мастера, там, воины, кухонные, доморощенные. Вы можете писать все, что угодно. Но те люди, которые, кого-то чего-то били, они знают, что, в общем-то, это самое, человеческое тело, оно очень такое твердое, костистое и неприятное. Если убить голым кулаком, тем более. Запястье, раз. Видите, гуляет. Большой палец 2. И третий минус горизонтального кулака. Страдает мизинец. Знаете почему? Вот смотрите. Допустим, цель. Идет удар горизонтальный, так сказать, горизонтальный кулак летит чисто по советской школе бокса. Он такой летит сюда в цель. И смотрите, цель-то сейчас она неподвижная. А когда вы с кем-то, деретесь, сражаетесь, какое движение у человека может быть? Непонятно какое. Он может голову убрать назад, может опустить ее вниз. Все что угодно, может руку подставить. И вы попадаете не туда, куда хотели попасть. Смотрите, вот, допустим, край челюсти, да, вот челюсть торчит. Понятно, да? Вы бьете сюда в челюсть. Все по школе, двумя костяшками, такой, ча, сюда. А челюсть отодвигается назад. То есть человек делает вот такое движение. Раз, оп, и убрал голову назад, немножко оттяжечку такую назад сделал. Чем попадаете вы, друзья мои, если бьете горизонтальным кулаком? Горизонтальный кулак по любасу вы ударите мизинцем. И мизинцу, пиздец. В смысле, и мизинцу, вы можете его сломать. Да вы не можете, его сломаете. Я это рассказываю просто потому, что у меня 2 ученика вот так ломали мизинцы. Горизонтальным кулаком били,
Ну и где-то они не научились вот так вот бить горизонтально, и все. И как бы тяжело переучиваются. Один сломал этот мизинец от челюсть. Вот сейчас я рассказываю. Он бил ему, значит, в челюсть двумя костяшками. Тот немножко голову вот так втянул. И попадает мизинцем бац сюда. И потом он ходил, значит, 2 недели с гипсом вот здесь вот. Второй товарищ тоже сломал эту кость мизинца. Кость мизинца. Но он сломал ее не о челюсть, а сломал ее о лоб. То есть человек, которого он бил, вот так сделал. То есть вместо челюсти он поставил лоб. А лоб это достаточно твердая кость. Челюсть, она хоть более-менее туда-сюда ходит, двигается. Почему еще в нижнюю челюсть нужно бить? Потому что это как бы более безопасно для кулаков. То есть челюсть, она подвижная. А лоб, это, блин, ну, трындец. У меня был друг, который огнетушитель вот так вот гнул лбом, бил. А вы туда предлагаете бить горизонтальным кулаком. Поэтому я доступно объяснил. 3 минуса. Запястье рискует потянуть, запястье подвихнуть. Большой палец рискуете вывихнуть. И мизинец вы рискуете сломать. Вот вам, блин, минусы горизонтального кулака. Круто, блин, я наехал на советскую школу бокса, да? Не хотел никого побольше хайпа. наезжать. Да, комментариев Вот всяких гадких на меня там наезжайте побольше. Типа, кто ты такой? Что за хрен с горы? Что за алкаш? Вот, это я люблю. Пишите. Хуканы, чтобы у вас там все повзрывались нахрен. Какие еще минусы, ребят? Если вы занимаетесь системно боксом, то есть у вас не только там, блин, вы узнали где-то про боковой удар горизонтальным кулаком в советской школе бокса, а вы занимаетесь боксом как искусством, и вы занимаетесь боксом как культурой движения, да, то у вас должна складываться некая системность. У вас должно быть друг за другом все привязано, одно из другого должно выходить. То есть все должно быть взаимосвязано. А не так, здесь я бью как в советской школе, здесь я бью как в мексиканской, а здесь Брюс Ли вот так показывал. И у вас получается такая, ну хрен пойми чего куда. Вот желаю таким ребятам все-таки успеха, я сам тоже шел таким путем, как бы, ну, искал. Набирался всего. Ну конечно. Просто дело в том, что у нас в нашей культуре, вот этой человеческой в мире, существует дофига всего. Разной информации, хоть жопа ешь. Но среди этой информации есть информация, которая не состыковывается с другой информацией. Ну, как бы разные подходы, разные методики, разные взгляды, понимаете, вот это все. А бывает еще куча дезинформации. Бывает куча просто, ну, какого-то цирка, искусства. Ну, просто люди прикалываются, типа, чего. То есть, то, что не имеет отношения, ну, как бы, к реалистичному мордобою. Так вот. Когда вы изучаете, смотрите, допустим, технику, я почему топлю за вертикальный кулак, потому что, смотрите, всех этих минусов мы сразу избегаем. Сермяжная правда, вот такой бокс, который вот именно настоящий, что мы могли голыми кулаками выйти на улицу по-пролетарски и сразиться. А вот эта конструкция позволит вам принимать эту силу. Я не вижу разницы карате, бокс и так далее. Просто путь кулака. Поэтому кулак вы должны закалять. Вы должны уметь те же самые удары делать. Жестко заколачивать вертикальным кулачком. Голым кулаком, а не только в перчатке и в бинтах. Понятно. Когда вы бьете горизонтальным кулаком, я просто сейчас немножко раскритикую горизонтальный кулак, а потом перейду к вертикальному кулаку. Плюс расскажу вертикального кулака.